Раздача по одной. Раз, раз. Итак, всем привет. Мы снимаем сегодня тест новой камеры, которая называется GoPro Hero 9. Мы очень долго думали, какую камеру взять. Мы думали между 8, 9 и 10 серией. В итоге, почему мы взяли именно эту? Потому что у нее есть цветной дисплей. Я вот, собственно, сейчас записываю на камеру и вижу лицо. Вижу, что я по центру нахожусь. Вижу, как я выгляжу и как я смотрюсь на камеру. На самом деле, это очень интересный момент, потому что очень многие люди смущаются сниматься на камеру. Очень многие люди. Связано, как мне кажется, это с тем, что они не понимают, как они в этот момент выглядят. И тот момент, что есть отдельный экранчик, который как зеркало показывает, что происходит непосредственно на камеру, он дает возможность человеку, некоторым образом раскрепоститься. Конечно, это все смущение в целом не убирает, но большую его часть однозначно. Второй момент. То есть именно по этой причине 8-ю версию этой камеры мы отбросили, потому что в ней монохромный был экран, на котором идут какие-то там цифры, данные о записи, но самого отображения съемки не видно. Потом мы начали выбирать между 9 и 10 версией, и, честно говоря, мы не обнаружили никакой разницы, кроме цены. То есть 9-я версия стоит 30 тысяч рублей, 10-я версия стоит там 47 и выше. Самый дешевый вариант мы нашли за 47, вот на момент снятия этого видео. Соответственно, мы смотрели кучу тестов, мы ездили в магазины, мы сравнивали потом видео с этих камер, сравнивали, как работает стабилизация, сравнивали, как работает звук. И честно вам хочу сказать, что разницы мы не нашли для себя. Именно поэтому вот таким вот не очень замысловатыми, по не очень замысловатым признакам мы выбрали именно 9-ю версию. И, честно говоря, никоим образом не жалеем. Значит, с чем пришлось столкнуться? В первую очередь, первый неочевидный момент, с которым пришлось столкнуться, это именно выбор флешки, на которую будет идти запись непосредственно. Значит, сейчас я вам на экране вот здесь отображу, какие виды флешек могут работать с этими камерами, какие не будут работать. Соответственно, это связано в первую очередь с тем, что обычные, я их так называю, обычные USB-накопители, флеш-накопители, они не успевают записывать видео, то есть скорость записи у них недостаточная. Ну и, в принципе, больше никаких нюансов не было. Сейчас тестируем батарейку, довольны. Значит, звук, запись звука довольны, хотя все равно для видео я буду использовать петличку. Ну и, соответственно, выбор настроек, функционал и так далее, всем этим тоже довольны. Его даже больше, чем нам нужно было. Поэтому, если какие-то еще замечу тонкости, нюансы, обязательно, значит, скажу и передам. А теперь, давайте просто попробуем немножечко видео показать вам. Сейчас вот мы тестируем в нескольких режимах. То есть тестируем, как она снимает днем в хорошем освещении, ночью, как она снимает там какие-то подсвеченные там фонари, фары и еще что-то. Когда конкретно какой-то точечный источник света лупасит в объектив. Ну и там по ходу пьесы, что еще дополнительно попадется в кадр. Так что смотрим и оцениваем. Слушай, размытый фон, наверное, это все-таки из-за пленки. Давай попробуем все-таки пленку снять. Да, это просто вот пленку снял, и картинка существенно поменялась, значительно. Там 130 мест, короче, вот мы сейчас заезжаем на паркинг. Значит, сейчас будем тестировать камеру в режиме искусственного освещения. Ай! Вот и рукастая, блин. Все. Мне еще потом интересно зум попробовать.
Ну вот батареечка, кстати, с 50% за 15 минут разрядилась до 33. Опа! Ну чё, знаешь, вот эта вот интересная штука. Экранчик, ты видишь, что ты себя записываешь. Что, ты свое лицо, что ли, не видел никогда? Не, ну иногда вот так можешь снимать. Такой, всем привет, у тебя пол лица обрезано. Так а насколько объем? 128, это? Это 4, ну так, проверяли просто. 128 это где-то 2-3 часа записи. Без перерыва. Да. На вот этих настройках. Мгм. Вот так вот мне нормально снимать. Ну, типа, вот блок. Погнали. Студия 3D. Ну, и все, я пошел рассказывать про 3D принтеры, про материал. Вот я тебе рассказывал, стоял. Так вот иди рассказывай. Так ну, сейчас даже надо словить. И должна быть вот такая миниатюрка, которую ты чик-чик. Она знаешь, как запускает? Сейчас я выключу запись, смотри. Все, запись идет. Быстро там. Вот. Мышка, давай мышку. Это мышечка моя. И вот, видишь, она как будто от первого лица. Я еще напечатаю себе эту хрень. Вот. Илюша нашу... О, уже... пластик, да? Там монетизация это там со скольки идет? Там С же есть 4000 подписчиков. А у меня уже 600. просмотров. Да. Тебе ее YouTube перечисляет? У тебя аккаунт в Ютубе туда копится, а как выводить там я пока ни разу не делал. Я... Вот эта вот стенка самая главное, чтобы не поплавилась. Он ее постоянно охлаждает. То есть 400 градусов должно быть по факту в одной точке. Вот когда мы подъедем к ним, да? Обратите внимание на стабилизацию. То есть мы сейчас, в принципе, довольно быстро идем, и картинка вообще на ровном месте просто. Это просто идеал. Вот сравнивая как раз стабилизацию 9 и 10 версии, я сделал вывод о том, что в целом нет смысла переплачивать за... Где ключ-то? Не знаю. Ну, в камеру вторую батарею будем покупать, потому что, честно говоря, пока что меня, ну, не то чтобы расстраивает, конечно, с учетом текущего размера аккумулятора. Ничего не видно. Тестирование ночной съемки 1800, точнее 1080, 60 кадров в секунду. Сейчас остынет. Солененькая, да? Не, видно, почему это просто нам кажется так. Какое разрешение? Сейчас 1080. Максимальная 4К. Да, когда, кстати, смотришь, ты был прав, что надо брать камеру с этим окошком, потому что даже человек, когда смотрит на себя, он сразу делает так, как ему нравится, а когда он не видит, что как он получается, он начинает смущаться. Это я заметил прям. Да. Вот, в гостях у брата старшего. Вот мы вместе наши две камеры. Да. О, красотка. О, Дим, привет. Ну и что ты делаешь тут один? С другом играю. Блин. А чего? Чтобы играть с другом уже не нужно ходить на улицу, да? Да, искать. Вот смотри, короче, видишь? Спереди вот это вот. Миш, посмотри. Вот. И ты видишь, короче, что ты снимаешь. А, ну, конечно. конечно, круто. И здесь тоже, видишь, экран? Ну, понятно. Вот. А вот 8-я уже, короче, в этом нет. Да, 9 уже. Я говорю, когда хотела купить, Что ты меня снимаешь? Тебя. Сейчас тебя. Алло. Саша Иванов. Че, Димос, Дезлвид? Давай, где ты есть? Давай, где? Дома я. Понятно. А гулять когда будешь? С ребенком. Давай. Мячик скинь, да? Саня выйдет? Я не знаю. Сейчас, Зай. Во сколько гулять пойдем? Ты видел, ты что еще пришла? Что присылают? Не знаю, как чувак. Что пишет? Числав. Что пишет? Так, что-то прислал, добрый день. Идем с Наташечкой, с
своей любимочкой, смотрите. Вот она, моя женушка, красивая. Жонка. Жонка моя. В своих шапочках. Идем нашу бауманской. К бауманской подружке мы идем, к своей. Вот. Мы тут на районе. Вот такой вот район тут. А вы как повезло ларца. Так, закрывай дверь. Я не знаю, Ух, нифига себе, смотри, где кот. это Сара. Ну, она такая более пугливая. Может, он смотрит. Так, ну что, продолжаем наши съемки на GoPro 9. Значит, сейчас вот снимаем, сейчас вот смотрите, снимаем с линейным режимом Ширика. Вот, как бы вот, значит, вот такая вот картиночка. И вот сейчас же еще разочек сниму. А вот Ширик. Средний. Сейчас как раз сравним разницу. Ну, в принципе, я думаю, она будет. И, собственно, что в комплекте было. Значит, камера поставляется вот в таком чехле. Значит, саму упаковку я выкинул, к сожалению. Не смогу ее показать. Значит, что идет? Идет в комплекте вот такой вот кабель. С одной стороны USB. Так, что у нас с фокусировкой? Фокусировка вообще есть тут, нет? Как-то фокусирует стрёмно, прикинь, Наташа. Полагаю, что ты не соблюдаешь фокусное расстояние. Фокусное расстояние? Давай на ширике попробуем. Ну, на ширике он точно так же ничего не фокусирует. Я не знаю, как нужно соблюдать фокусное расстояние. Это же GoPro, она же дальнозоркая. Дальнозоркая? Ну тогда вот, короче, провод идет USB Type-C на другом конце. Вот. Так, вот такая держака. Может быть на шлем. Она с тремовским скотчем идет. И вот такой вот штативчик. Куда-то даже втыкается, честно говоря, не представляю, куда его можно воткнуть пока. Вот. Поэтому... Вот весь комплект. В общем-то, больше тут ничего интересного нет. Сейчас будем заливать видео и посмотрим, что получится. Вот. Так что... Всем пока. До новых встреч, до новых видео. Что-нибудь отдельное, может быть, будем снимать.